Спасибо большое. Уважаемый суд, вы будете перебивать? Я хотел бы уточнить, потому что обычно во время моего последнего слова не перебивать. Я вас не слышу, или вы просто молчите? Алексей Анатольевич, мы вас слушаем внимательно. Спасибо большое. Я, честно говоря, на прошлом суде уже даже говорил, что я уже не хочу выступать с последними словами. Мне уже надо было здесь эти последние слова. Знаете, я так примерно прикинул, 17 января я вернулся в Москву, меня сразу арестовали, и с тех пор я выступаю, это мое 6-е или 7-е последнее слово. Что превращается в какую-то немножко комедию. Хотя, конечно, очень хорошо характеризует происходящее в нашей стране, но тем не менее, это смешно, когда человек с полтора года выступает с одним последним словом. Однако, во время моего последнего слова произошел для меня очень воодушевляющий факт, который говорит о том, что надо все-таки их произносить. Как было устроено наше судебное заседание? Вот здесь был актовый зал, в моей тюряге точно так же сидел судья, защита, прокурор и технический специалист суда. Потом и что в том хитрость? Вы же все очень хитрые, и ваша власть очень хитрая и находчивая. И где я произносил последнее слово. Технического специалиста суда не было, а вот наш майор, который здесь занимается всякой технической фигней, его переодели в гражданку и посадили на место технического секретаря суда. И такие, значит, вот, мы всех обманули. И что он делал? Когда я выступал с последним словом, каждый раз, когда я говорил слово «война», он нажимал на кнопку, и я это видел, потому что на экране передо мной загорался просто перечеркнутый красный микрофон, говорящий о том, что микрофон был отключен. И он сидел такой довольный, и судья был довольный, и вся ваша система была страшно довольна тем, что у вас есть кнопка, вы можете на нее нажать, и там публика, журналисты, кто угодно не услышит, что же такое я скажу после слова «война». Ну и, конечно, для меня это бесило страшно. Конечно, там что-то ты планируешь, ты какие-то важные вещи, но пах на кнопку нажимаешь, как в кнопочке, и тебя не слышно. Конечно, бесило. С другой стороны, почему был воодушевляющий момент? Я потом понял. Потому что у вас есть все. Вы власть, вы захватили власть в стране, у вас телевидение, все эти продажные журналисты, все у вас есть. И вы боитесь, что он там что-то скажет, настолько боитесь, что приставили специального сотрудника, переодетого в гражданку, чтобы он нажимал на эту самую кнопку. Вы так сильно боитесь этих слов, вообще слова правды, что, конечно, его нужно произносить. К чему я постоянно призываю всех остальных, ну и сам, по мере возможности, что-то делать. И оговорка относительно нашего уважаемого суда. Я лично против вас ничего не имею. Я с вами не знаком. Вполне вероятно, что вы хорошие люди. Прекрасно относитесь к детям. И, скорее всего, даже получали вычерки в институтах, особенно по уголовному процессу. Но когда я говорю «вы», я обращаюсь к суду, конечно же, сейчас. Я имею в виду всю вашу власть. Имею в виду Путина, его Совет Безопасности старых маразматиков, Государственную Думу, где сидят одни жулики, Совет Федерации, где сидят одни старые жулики. И вас всю вашу власть вы выносите мне приговор именем Российской Федерации, поэтому, когда я к вам обращаюсь, я обращаюсь вот к той самой с Российской Федерацией, захваченной сейчас теми самыми жуликами, мошенниками и, конечно, убийцами в нынешнее настоящее время. Мой приговор предполагает, что я, значит, оскорбил суд. И я не уважал суд. Ну, знаете, вы сами отлично понимаете, что никто в России не уважает суд. Это, в принципе,
Такой орган, который не имеет ни малейшего уважения людей. Его действительно боятся. Потому что какие-то люди в черных мантиях абсолютно беззаконны, как происходит со мной. Они с многими другими людьми постоянно могут действительно отправить за решетку, поэтому боятся. Но не уважают. Российский суд не ведет, я его действительно не уважаю. Но вот эта статья об оскорблении сюда на идущий подход. Если была бы статья о презрении к суду и презрении к этой власти, вот она у меня отлично подошла, потому что я презираю ваш суд, я презираю вашу систему и презираю вашу власть. И я, самое главное, и что на самом деле, как мне кажется, является преступлением по сути в ваших глазах, я эту систему не боюсь. Я не боюсь вас всех. Ну, безусловно, мне не хочется сидеть в этой клетке, вместо того, чтобы заниматься какими-то полезными вещами и смотреть, как растут мои дети. Но человеку жизнь дается не для того, чтобы он боялся какого-то чертового бункерного деда и ту систему, которую построил. Поэтому я вас не боюсь. И опять же, всех остальных призываю вас не бояться, потому что, ну, в конце концов, ну что с нами сделали? Ну, в клетку посадили. Но ваша система держится именно на страхе. Поэтому вас бояться нельзя. Бояться вас – это преступление против своего собственного будущего. Против преступления против своих детей и преступления против своего народа. А это важно сейчас. Потому что я включаю телевизор, мне рассказывают о том, кто там убивает русских, притесняет русских или еще что-то делает с русскими. А именно вы, ваша система, ваш Путин и ваши чиновники являются врагами России сейчас. Предателями русского народа и убийцами русского народа. В буквальном смысле. За последние годы никто не убил больше русских людей, чем ваш Путин. Алексей Анатольевич, пожалуйста, прошу вернуться на предмету судебного контроля в суде апелляционной станции. Я вас не слышу, Ваша честь, погромче. Прошу вернуться к предмету судебного контроля. У нас обжалуется итоговое судебное решение Лефортовского районного суда. Я ровно это и делаю. Ну, потом, Ваша честь, поэтому я уточнял. Вы, пожалуйста, не ставите вы вот той самой кнопкой, которая пытается меня заткнуть. Значит, Уголовно-процессуальный кодекс не регулирует, что это показательные условия. Я говорю про суд. Я говорю про приговор, я говорю про основания, которые послужили тому, что мне был вынесен, и не только мне, таким как я, выносятся эти абсурдные приговоры. Если хотите ближе к делу, давайте хорошо. Вам не нравится, когда я говорю про войну, тогда я буду использовать эту войну идущую сейчас, потому что самое главное, она важнее в 100 раз, чем любой приговор. Как вы хотите метафору для ваших судов, для ваших судебных процессов. Потому что это война, как и ваши суды, полностью на 100% настроены на вранье. Это супер нагло вранье, ни одного слова правды, ни одного. Как в приговоре нет ни одного слова правды. Так и война это идет. Знаете, я же телевизор целый день смотрю. Это на самом деле ваше общественное наказание. Ты должен все-таки смотреть телевизор. Несколько месяцев назад, 3 месяца подряд, в каждом репортаже, в каждом сюжете, каждом репортаже, в каждом выпуске новостей говорили, какая ерунда, что мы ведем войска на Украину. Ты не можешь такого быть, это же американцы в Европе. Алексей Анатольевич, у нас предмет судебного контроля приговор Лефортовского районного суда города Москвы от 22 марта 2022 года. Я об этом не говорю. Слушаем ваше несогласие с вынесенным итоговым судебным актом Лефортовского районного суда Москвы. Вот вы просто же, понимаете, все-таки выступления в суде, посмотрите, вот у вас висит там дяденька, да, если вы посмотрите по праву на стене. Я не могу разглядеть кто-то, наверное, уважаемый юрист. Насколько я помню, потому что я вот сидел в этом аквариуме, напротив, то есть по левую сторону, тоже висят какие-то известные люди, и в основном они прославились тем, что не просто там что-то бормотали в микрофон, а говорили какие-то важные вещи, вступали с речами в суде. И я сейчас это делаю ровно это. Я выступаю с речью в вашем суде,
И я действительно использую войну как метафору своего судебного приговора. Несмотря на то, что я использую что-то большое для описания чего-то маленького, но может и наоборот. Поэтому я прошу суд. А несмотря на то, что вы страшно боитесь, что я что-то говорю, все-таки не работает той самой кнопкой. Потому что кто вам научил это сделать, ему надо предъявлять претензии за то, что я здесь говорю. Поэтому вы можете просто меня остановить и выключить. Но я не собираюсь, я скажу все, что я собираюсь сказать. Так вот, месяц были в войне, просто месяц. А потом такой щелчок, ввели войска, они просто забыли об этом. Понимаете, память золотой рыбки. И ваша власть, она пытается сделать так, чтобы все наше население, весь наш народ, просто были как золотые рыбки, в том числе в отношении судебных процессов, в том числе в отношении законов, которые вы меняете каждый день, в том числе, чтобы забыли о том, что был закон, который запрещал мне участвовать в выборах, и вот когда в прессе называли закон и именовали. Это все абсолютнейшая ложь. Все факты, которые приведены в приговор, такая же ложная дрянь, как и все те факты, которые используют для начала войны. Или наоборот. Я когда слышал по телевизору про НАТО, мне уже просто, знаете, хочется хохотать, потому что я не золотая рыбка. Я помню, как в 2013 году в городе Ульяновске открывали базу НАТО, и ульяновский губернатор рассказывал, что как хорошо, что мы открывали здесь базу НАТО для работы в Афганистане, потому что это так классно, потому что это тут рабочие места, и НАТО нам очень дружеский блок. А знаете, кто еще очень сильно выступал за базу НАТО? Рогозин Олег. Знакомый? А сейчас эти люди пытаются нам доказать, что мы здесь должны устроить кровавую баню для того, чтобы противостоять НАТО. При этом одновременно с этим надо вступать в Финляндия и Швеция, и это уже какая-то ерунда. И я говорю об этом, потому что это, конечно, очень определяюще для всего, что происходит в России, в том числе для российской судебной системы. Потому что наглое вранье в каждом секунде. Игнорирование того, что было сказано вчера, просто вот вы что, как будто вы этого не говорили, вот вы все переобуваетесь в воздухе на 180 градусов. Просто не просто в час, а постоянно. Наша власть, наши суды, наш Путин, который безразнообразное движение в воздухе, потому что мы каждый раз должен приобуться, чтобы люди забыли о том, что ты врал еще совсем недавно. Значит, Алексей Анатольевич, у нас предмет судебного контроля – это приговор Лефортовского районного суда города Москвы. Мы слушаем в последнем слове ваше суждение, касаемо несогласия с вашим осуждением приговором Лефортовского районного суда города Москвы. Пожалуйста, вернитесь к предмету судебного контроля в апелляционном порядке. Во-первых, предмет нашего контроля – это приговор действительно Лефортовского суда и причины, по которым такой приговор был вынесен. И причины, почему он важно происходит не так, вы отлично знаете, и они заключаются в том, что власти сейчас в России сумасшедшие вороватые люди, которые в том числе устроили войну, в том числе для того, чтобы проводить судебные процессы в тюрьму, для того, что, конечно, на фоне войны на это уже никто не посмотрит. Поэтому, уважаемый суд, в вашей профессии есть плюс. Неприкосновенность не касается. Большая зарплата, квартира в Москве. Ну, наверное, в вашей работе есть какие-то минусы. В частности, если вы в лотерее было такой несчастливый билет, огласить мне приговор, вам придется меня послушать. Извините, пожалуйста. Если вы не хотите меня слушать, вы можете просто меня выключить. И тем самым сделать еще одну процессуальную ошибку. Вы еще не можете. Терпите, пожалуйста. Не давайте. Я хочу сказать о том, что вот эти ваши процессы, в том числе отношения меня, они бессмысленны. Что вы не хотите добиться? Вы хотите получить какой-то контроль, но вы получите действительно кратковременный контроль. Вы хотите
остановить прогресс России. Вы хотите бороться с наступающим поколением. Что вы хотите сделать? Краткосрочно, безусловно, вы можете пугать кого-то. Безусловно, вы разорите прямо сейчас огромное количество людей. Вы сломаете нового судей. Но в целом, то, что вы делаете, то, что делает ваш Путин, это бессмыслица. Это просто исторический нонсенс. И, безусловно, вы все потерпите историческое поражение. Как вы потерпите историческое поражение в никакой войны, которую вы начали ваш Путин? Потому что у него нет ни цели, ни смысла. Вообще непонятно, зачем мы ее ведем. Для чего мы ведем эту войну? Чтобы заставить их сделать что? Мы взяли просто 40 миллионов народа, говорили, они нацисты, начали бомбить. Что они должны сделать, чтобы они их отставили? Вы представьте себе ситуацию. Живет в городе Харькове человек, скажем, даже судья. Судья в городе Харькове. Город огромный, город не живет себе в большом городе, прекрасно работает судьей, собирается с утра отвезти ребенка в детский сад, а потом поехать и кого-то судить. И в один прекрасный день, 24 февраля, ему передают нацистам, ему народ прилетает ракета, убивает этого ребенка, и он бегает как ненормальный. И не понимает, что он должен делать, чтобы в него настали вы, ваша власть. И я, безусловно, в том числе готов сидеть здесь в тюрьме, чтобы доказать всему миру и самому себе самое главное, что не все в России такие чокнутые, ненормальные, просто извращенцы и кровопийцы, которые просто непонятно за что, непонятно для чего убивают людей и сами гибнут. Вы знаете, что здесь в Владимирской области? Алексей Анатольевич, значит, вынуждены вас вернуть все-таки в предметы судебного контроля и напомнить о том, что мы слушаем ваши доводы и ваши несогласия с тем приговором суда, который постановлен 22 марта 2022 года. Были осуждены и признаны виновными за совершение 4 составов преступления, предусмотренных в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вернитесь, пожалуйста, к тем суждениям, с тем, о чем вы не согласны именно с приговором суда. Уважаемый, большое спасибо за это мудрое напоминание. Понимаете, я же обычный человек. Я не судья, у которого все очень логично и правильно выстроено. Я говорю о том, что я хочу сказать, о своем приговоре. Вот веру своей способности к суждению. И моя способность к суждению. И вот она определяет, что ну вот это говорит, знаете, вы ругаете музыканта, он играет пианиста, он играет как может, так и здесь. Ну что представить меня? Для меня действительно важно сказать здесь и объяснить суду, что у нас поломано все, включая систему правосудия, ровно для того, чтобы начинать подобные войны. И эти войны, помимо того, что, естественно, мы убиваем невиновных людей непонятно за что, мы уничтожаем тот самый русский народ. Я уже сказал, в Владимирской области, где я сижу, здесь все руководство Государственной погибло. 4 подполковника. Они мертвы. То есть, понимаете, это одновременно скрывается и одновременно известно абсолютно всем, потому что все правоохранители это знают. А почему их убили? Потому что один сумасшедший вцепился в эту Украину, не понимая, что он его хочет сделать. Просто я не знаю, что он хочет здесь сделать. И этот сумасшедший вор нанял больного человека, командует Росгвардии. Между прочим, не мои слова. Это слова бывшего начальника службы безопасности президента Коршакова, который, характеризуя генерала армии Золотова, сказал, что я не могу назвать его дебилом, потому что он имбецил. И когда один вор нанимает имбецила для того, чтобы вести войну, они убьют много кого на этой войне, мы их завели там всех машин. Алексей Анатольевич, я хочу. Все-таки услышится, Алексей Анатольевич, хочется все-таки услышать ваше последнее слово по поводу приговора Лефортовского районного суда города Москвы. Еще раз вас призываю, вернитесь к предмету судебного рассмотрения в данном судебном заседании. Ваша честь, не надо меня даже призывать. Я не то, что вернулся, я прикол, если какого-то предмета рассмотрения, это пришел, в буквальном смысле. То ли я в нее вцепился, то ли меня... Алексей Анатольевич, я напоминаю, рассуждены по 4 составам преступления, предусмотренным в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
И статья 297. Статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации будет неоднократно применена в отношении тех лиц, о которых я говорю, вместе со всякими другими статьями. Потому что эти люди, вот ровно для того, чтобы красть, мошенничать, грабить и убивать, они и держат в тюрьмах таких, как я. Ровно поэтому все это и происходит, Ваша честь. Вот смотрите, вопрос о статье 159, наверное, будет интересно. Раз что требуете от меня на 159 статьи. Я не постоянно думал, знаете, когда? 9 мая. То есть 9 мая, знаете, положено сидеть в комнате, значит, торжественно. Нам показывают парад. И на параде едет танк «Армада». И нам снова говорят, что танк «Армада» самый лучший, мы выпускаем войска там. Я думаю, сейчас 22 год, я смотрю танк «Армада». И в 21 году смотрел танк «Армада», и в 20-м, и в 19-м, и в 18-м, и в 17-м, и в 16-м. И мне кажется, с 15-го года нам показывают танк «Армада». А на войне-то почему-то я вижу в основном танки Т-72 и немножко более современных. А «Армада» никакой и близко нет. Так вот, статья 159. Может быть, потому что наш верховный главнокомандующий вор и сумасшедший. Наш министр обороны вор и пиарщик. Алексей Анатольевич, 22 марта 2022 года вы были осуждены Егорским районным судом города Москвы за совершение мошеннических действий, за оскорбление. Пожалуйста, значит, призываю вернуться к предмету судебного контроля в суде апелляционной станции. Вы еще ни одного довода нам не озвучили конкретного о несогласии с вынесенным итоговым судебным решением Лефортовского районного суда города Москвы. Ваша защита выступала очень четко, обозначили все наши доводы. Хочется услышать вашу позицию непосредственно по обжалованному судебному акту. Ваша честь, некоторые адвокаты недовольны, потому что выступали очень четко. Они всего лишь сидят за решеткой, потому что не способны выступать четко. Но уже выступают как могут, не немножко осталось. И просто это важная вещь. Важная вещь заключается в том, что приговор Лефортовского суда выносится именем Российской Федерации. И выносится именно таким образом, что власть Российской Федерации захвачена теми людьми, которые в течение многих лет врут нам, в частности, неправильными вооружениями, устраивают войны, убивают других людей и своих людей, устроили кровавую баню из русских и украинцев. И последствиями этого всего, вот эти процессы, такие как в отношении меня, будут в огромном количестве. И я хочу, чтобы они прекратились. И если я могу хотя бы своим словом сделать хоть что-то, чтобы хоть кого-то убедить, как сделать хоть что-то опять же, чтобы прекратить это все, я буду это говорить. Хорошо. Я уже без отношений останавливаюсь. Я уважаюсь, я смотрю на вас, и в вашем лице я вижу ту самую именно Российской Федерации. И вперед я вижу, там сидит 3 человека, те же самые Путин, Чехов, Шоу. И все, и Голикова, и Кристинки, и вот все, про кого мы проводили расследование, все они в вашем лице перед мной. Я хочу сказать одну вещь. Как же без вас было бы хорошо? Как же без вас было бы прекрасно жить в нашей стране, потому что впервые за 40 лет у нас ни врагов, ни войны, все нормально. Денег море, нефти куча, газ водой. Вообще Россия прекрасная, богатая страна без вас. Поэтому я хотел, чтобы у вас всех не было. И чтобы идеологии России, не идеология, громкое слово, просто правило нашей жизни. Живи и дыши. Надо, чтобы все оставили всех в покое. Чтобы мы отцепились от этой Украины, от всех остальных, чтобы вы, судьи, отцепились от обычных граждан, чтобы эта Росгвардия занималась делами, чтобы чипсы действительно преступников охраняли, а не полицейских, чтобы полиция занималась расследованием преступлений, а не ловила людей за лайк, чтобы вас не было, и чтобы все друг от друга отстали. И тогда мы будем жить наконец-то хорошо. Но пока мы есть. И
Конечно, самая уместная цитата из самой знаменитой книжки о вас, которая сейчас постоянно используется, которая много раз использовалась в таких же ситуациях. За год до этого нынче ваше время и власть тьмы. Но любопытная особенность, что прямо сейчас вот я вижу вас, вашей власти. То, что вас это, в общем-то, даже не задевает. Когда вы слышите эту фразу, вы понимаете это про себя, что вы власть тьмы, и сейчас ваше время. Вы не то, что переживаете, но наоборот. И это вас как воодушевляет. Вы такие, да, мы власть тьмы, мы с тобой крутые, это наше время. И вот в этом ваша суть, что вы все злодеи, понимаете это и убиваетесь этим. Но я хочу сказать, что, конечно же, ваше время не всегда, ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова ваши которые не хотели, чтобы мы их использовали в ответе для того, чтобы устраивать новые войны в 21 веке. Мерзко.